Входите. Я рад вас видеть. Я тоже рад. Я знаю, что вы заняты, я постараюсь быстро. Я разговаривал с одним парнем о Библии короля Иакова, и вроде бы мы соглашаемся, но он задает вопросы, и я не перестаю об этом думать. Вот две вещи. Во-первых, он говорит, что переводчики Библии короля Иакова добавляли некоторые слова, которых не было в оригинале. Да, это слова курсивом, конечно. Второе, что он говорит, это то, что мы, верующие в Библию короля Иакова, верим, что английский может исправлять оригинальный еврейский и греческий. И я, кстати, об этом уже слышал. Хорошо, давай сразу двумя займемся вопросами. Особенно этот второй вопрос, он более веский, как будто приводит тебя к чувству вины. И ты думаешь, если я в это верю, то это ужасно. Ни один из библейских верующих не верит, что ты можешь исправлять оригинальный еврейский или оригинальный греческий английским. Мы говорим, что мы можем исправлять еврейский или греческий, который у нас есть. Любой, кто упоминает оригинальный еврейский текст или греческий, или заблуждается, или напрямую лжет. Ни у кого нет ни еврейского оригинала, ни греческого. А в текстах, которые у нас есть, отсутствуют некоторые слова. И да, переводчики короля Джеймса добавили некоторые слова и записали их курсивом. Если ты переводишь на английский с испанского, немецкого, французского, итальянского, ну или же наоборот, то ты будешь вынужден добавлять слова, чтобы полноценно выразить мысль. Именно это и делали переводчики Библии короля Джеймса, добавляли слова и ставили курсив. Та же ситуация и в Женевской Библии до них. Позволь мне показать тебе, что я имею в виду. Твой друг расстроится, если у него будет Библия, в которой... например, как в Библии короля Иакова, слова будут записаны курсивом. Я покажу тебе. Откроем Матфея, главу 1, вот тут. Тут говорится, царь Давид родил Соломона через ту, которая была женой Урии. Вот прямо тут, смотри. Давид царь породил Соломона от той, и вот отмечено, которая была женой Урии, а которая была женой отмечена курсивом. Поэтому в греческом этого не было, правильно? Да, поэтому твой друг скажет, что там этого не должно быть, и это ошибка. Видишь это? Ну хорошо. Это не Библия короля Иакова. Это новая короля Иакова. Поэтому, если твой друг скажет, у меня есть проблемы со словами, которые добавлены, то проблема у него не с Библией короля Иакова. У него проблемы с Библией короля Иакова, у него проблемы с новой Библией короля Иакова. У него проблемы с английской стандартной версией. У него проблемы с новой международной версией. По факту, у него проблемы с каждой Библией, которая есть в продаже. Позволь мне спросить, ты был рожден в церкви, и ты прекрасно знаешь про 10 казней египетских, когда Господь воздействовал на фараона, чтобы вывести Израиль из Египта. Ты веришь в казнь мухами? Да, конечно. Посмотри в Исход, глава 8. Посмотри стих 21. «Иначе, если не отпустишь народа моего, вот я пошлю рои мух на тебя». Что ты заметил в слове «мух»? Они написаны курсивом. Посмотри на стих 22. Курсив, а стих 24 тоже курсив? Курсив, да. А как насчет стиха 31? «И удалил он рои мух». Мухи, мухи, мухи. Хочешь знать истину? Слово «мухи» нигде в 8 главе не используется. Так, чтобы не курсивом. Итак, как же мы знаем, что это были мухи, а не, скажем, рой комаров? Они нападают роями, рой пчел. Открой Псалом 78. И прочитай стих 45. Он послал среди них различные виды мух, которые их пожирали. Слово «мухи» курсив? Нет, нет, потому что это на еврейском. Вот откуда мы знаем, что в Исходе были мухи. Итак, вопрос, кто убил Голиафа? Давид, ты так думаешь? Действительно так веришь? Потому что я так верю. Хорошо, вот классика. И одна из самых разрушительных вещей, которые происходят в современных переводах, это удаление курсива. Открой 2 Самуила, 21 главу. Открой стих 19. «И была снова битва у Гоба с филистимлянами, где Елханан, сын Яареа Регима, Вифлеемита, убил брата Голиафа Гиттита, древко копья которого было как ткацкий навой». Хорошо, что ты заметил про брата? Это курсивом. Хорошо. Знаешь, современные переводы убирают эти слова, потому что они написаны курсивом. Вот здесь в английской стандартной версии ESV
Там говорится так: где Елханан, сын Яарея Регима Вифлеемита, убил Голиафа гиттита, древко копья которого было как ткацкий навой. Таким образом, курсив они убрали. И сделав это, они ввели двойную проблему. Когда-нибудь слышал, как кто-то говорит, неверующие так говорят: ну, в Библии есть противоречия. Угу, хорошо. Ну, в Библии короля Иакова нет противоречий, но в современных есть. Тебе сказали, что Давид убил Голиафа. Тебе сказали, что Давид убил Голиафа, потому что в 1 Самуила главе 17 так говорится. И в ESV в 1 Самуила 17 главе говорится, что Давид убил Голиафа. Но в ней же во 2 Самуила 19 главе говорится, что Елханан убил Голиафа. Это противоречие. Но это не вводит противоречия в Библию. Это вводит два противоречия. Зайди в 1 Хроник, глава 20. В 1 Хроник, 20 главе, это параллель тому, что ты только что прочитал. Это второе описание той битвы. Посмотри 5 стих. «И опять была война с филистимлянами, и Елханан, сын Иаира, убил Ахми, брата Голиафа гиттита, у которого древко копья было как ткацкий навой». В этой ESV, в английской стандартной версии, есть два противоречия. Там говорится: Давид убил Голиафа и Елханан убил Голиафа. Затем в ней говорится, что Елханан убил Голиафа и что Елханан убил брата Голиафа. В той же самой битве, в то же самое время. Двойное противоречие. Вот так, у меня есть маленькая разукрашка с историями из Библии для одного из моих внуков. В этой книжке разукрашки есть ошибка. Тут говорится: Давид швырнул камень и ударил Голиафа прямо в лоб. Но мы знаем из ESV, что это не был Давид. Это был Елханан. Я думаю, что если они могут вычеркивать слова из Библии и помещать туда другие слова, я думаю, что я могу это проделать с разукрашкой. Я зачеркну там Давида и напишу: Елханан убил Голиафа. Поэтому тот парень говорит, что есть у меня проблема с курсивом, или в Библии короля Иакова есть проблема с курсивом. Но у него нет проблем с новой короля Иакова, или ESV, или с другим современным переводом, что у него в действительности нет серьезной проблемы. И это не проблема в его голове. Он не ошибается. У него проблема с сердцем. И ты должен себя спросить, и они должны себя спросить. Почему именно эта книга? Почему Библия короля Иакова именно? Та, которая им не нравится. Ты должен ответить? Нет, это он шлет как раньше. Тот друг с вопросами? А ты спроси его, кто убил Голиафа?